Хотели бы ответить на один из вопросов подписчиков. Значит, был задан вопрос, как подготавливаться на раннем этапе к подъему возле шведской стенки и к замыканию колен. Так вот, по поводу замыкания колен. На начальном этапе, если у вас есть какая-то чувствительность, ну это как бы на начальном этапе с чувствительностью, наверное, больше так, с пониманием, где ваша нога, что можно делать. Сегодня эти упражнения будут в разнобой. Вот мы сидим, вспомнилось, раз я показала. Так, возможно, потом будут чуть-чуть другие. На протяжении всей тренировки, я так понимаю. Да, на протяжении всей тренировки будут какие-то такие мини-отступления вот на эту тему, по вопросу. Значит, что можно делать? Например, одна нога находится у вас, вот вы сидите там на кушетке, мы уже переворачиваться не будем, либо, например, на стуле, да, на кушетке со стулом, вторая нога находится внизу. За счет отклонения корпуса назад, тем самым растяжение брюшной стенки, линии по одной стороне, то есть вы отклоняетесь, максимально вот эта вот часть у вас растягивается. А поскольку нога находится внизу, то есть идет еще дополнительное растяжение всех этих волокон. За счет отклонения назад вы пытаетесь выпрямить ногу в колени, да, то есть приподнять стопу от кушетки. Расслабились, опять за счет наклонения в бок, назад, то есть вы вначале просто пробуйте хоть как-нибудь, чтобы нога отрывалась. Если у вас, конечно, плегия, спастики нету, вот это будет очень тяжело. Если нет чувствительности и понимания, тоже, возможно, у вас это не получится. Это уже тот этап, когда вы понимаете, где нога, где есть какой-то момент спастики. Возможно, вы можете как-то спровоцировать спастичность, да? То есть вы отклонились, там как-то себя за ногу потрогали, и раз она чуть-чуть поднимается. Идет вот это осознанное движение, что спастика помогает выпрямить ногу. Я, смотрите, я тебя просто перебью. Садился к шведской стенке, сюда хомут и резинку, чтобы она мне помогала, сразу не мог. А потом оказалось, ну вот там, значит, как, ну, нужно за собой очень хорошо понаблюдать, по одной простой причине. Вот, ну, резинку повесим, да, облегчим, но у меня получалось, я не мог с резинкой это делать, то есть движения как такового нету. А когда я повесил сюда чуть-чуть утяжелитель, у меня лучше стало делать. То есть под нагрузкой у меня движение получается некоторые лучше, некоторые при разгрузке лучше. То есть получается, вы сидите, например, возле шведской стенки, подвязали за стопу, я приблизительно сделаю, да? Ну да. Ну не за стопой, сюда за голенище просто. За голенище, да. Липами этими всякими. Да. Получается, нога чуть-чуть приподнимается, Да. ну вот, да? И вот, и вы работаете, пытаетесь больше поднять, либо наоборот ее пытаетесь согнуть, то есть вы пытаетесь включить вот это вот движение. Сразу вот, ну как бы раскачка была. Даже болтать ножкой, как дети на качелях, это сразу уже правильно. Если резинка есть, вы пытаетесь, вот как мы делаем, да, прямыми ногами. Вот он. То есть вот в этом моменте как бы я растягиваю вот здесь, но у меня еще включается и бедро. И оно, походу, вот это влияет на замыкание колена. Конечно. Вообще на замыкание колена влияет мышца бедра. Бедренная мышца, она плавно переходит в мышцу надколенника, да, и потом эта же мышца надколенник уходит сюда вот в голень и переходит в мышцы голени. А еще я делал, здесь цеплял и вниз тянул. Да, то же самое, когда вы зацепляете за ленту и пытаетесь наоборот вниз, тогда включается задняя поверхность бедра, тем самым тоже вовлекая колено в движение. То есть вот это вот движение болтания ногой на резинках тоже правильно будет для того, чтобы научиться замыкать колени на начальных этапах, либо на дальнейшем периоде. Давай я попробую вниз. Давай. Вдруг получится. Тогда похвалюсь. Тогда похвалюсь. Да. А вдруг не получится, да, вырежем. Хитрец. Я не вырезаю ничего. Стой. Да у меня нормально выйдет. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ух. Ну, раз сделали 10 для одной, надо сделать для второй. Как это? Это же не поровну, правильно? А вверх тоже 10 надо делать. Давай 10. Сразу туда, пока не поменяла ноги. Раз уже пошла такая пьянка, режь последний огурец. Да. Чуть-чуть я натягиваю, а ты? Раз. Три,
4. Видите, Дима немножко через боковое отведение выполняет подъем. 6. Оно вообще сложно, кстати. 8. 9. О! Тихо, 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 держи Будем здесь. считать 10. Что напрягалось больше всего? Бедро. Ну вот. Бедро абсолютно вот. Значит, ну как бы я чуть-чуть с пастикой, вот этим натяжением вызываю движение, а потом в любом случае включается бедро. А даже самое непроизвольно оно в любом случае включается. То есть по-другому, наверное, не получится. Дело в том, что вы, наверное, обратили внимание, то, что нога, несмотря на то, что поднималась, да, то она же не становилась полностью ровной, а замыкание колена в полном выпрямлении находится. Так? Поэтому именно что касается замыкания колена, мы еще покажем элемент возле шведской стенки. Не, ну это мы тренируем, это Да. подводим к этому. Это всему. подводящее. Ага. Хитрая ты. Чё такая хитрая? Что-то я хитрая. Я умная. Да. Так, ну видно, да, нашим всем зрителям и телезрителям? Ты хочешь, чтобы я что сделал? Поднимал вверх сразу, да? Да, начнем с подъема. Вот смотрите, я как будто закидываю, как будто хочу мячик футбольнуть. Ты считай, это уже 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну, до конца не хочется выпрямляться, понимаешь? Ну я и ходил, косола покрыла ног. 8. Но это лучше. Это лучше, нога, я знаю. 9. И 10. Ну, бедра болят одинаково, что на одной ноге, что на второй, я вам хочу сказать. Так, ну что, теперь я поднимаю повыше, а ты тянешь вниз. Если у вас нету такого замечательного инструктора, можно привязать к стенке вот это вот вверх. Да, натянуть больше, натянуть меньше и работать. Но лучше замечательным инструктором. Потому что без него можно полениться и не сделать. Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Ой. А валик вот сюда еще можно все время. Да, можно подкладывать под бедро валик, чтобы был больше чуть объем, чтобы вот это вот движение было вниз четче. Вот сюда, да? Да. Повыше для бедра. Подальше, погромче. Повыше.